декабре 1943 года враг частями танковой дивизии СС «Райх» и 8-й танковой дивизии начал оборонять рубеж в районе сел Неглебовка, Раковище, Ставище, Ковгановка. Оборону начал создавать еще в конце ноября 1943 года путем систематического инженерного оборудования окопов, дзотов и приспособлением зданий в населенных пунктах под огневые точки. Ожидая от немцев контратаки с попытками снова захватить Киев и выйти к Днепру, советские войска в составе 1-го Украинского фронта частями 42-й гвардейской стрелковой дивизии создали оборонительный рубеж в районе сел Ставище, Небелица и Рожев. Позже эту оборону назовут «Рубеж мужества». Наша задача была исследовать местность и попытаться выйти на опорный пункт 42-й гвардейской. Всем привет, с вами Влад. Сейчас я нахожусь под Житомиром на рубеже мужности, где в ноябре-декабре 43 года проходила контратака немецких войск против Красной Армии. Начиная с 3 декабря 43-го, 8-я танковая дивизия «Вермахт» попыталась прорваться вглубь советской обороны на этом рубеже. Нашли первый нормальный блинчик посреди поля. Конечно, лес здесь лесниками не обслуживается, поэтому все очень ужасно заросло и трудно проходимо. Ты, походу, слишком далеко где-то вышел. Сейчас выйдем в какое-то поле, где раньше была пшеница. Камрад там клюшка сейчас махает где-то. Не знаю, о чем там найдет. Что-то я сомневаюсь вообще в этих полях, что-то есть. Надо идти на саму линию рубежа. Туда, куда мы в принципе направляемся. Я не беру. Я ни во что не собираюсь. Посреди поля гаечный ключ. Ну, яма-то может и пустая, но, блин, какая-то местность аномальная. Везде здесь земля фонит, но ни хрена нету. Поэтому, соответственно, по правилам копа мы за собой закапываем яму. Дальше мы держим путь до реки Фоса через кукурузные поля и выйдем к линии обороны. Есть вариант зацепить паракорд. То есть ты на мой магнит претендуешь? Господа, мы дошли до такого момента, когда нужно экономить воду, и при этом нам надо профорсировать как-то речку. Здесь много клещей в траве, поэтому надо отсюда текать побыстрее. И как-то надо это болото форсануть. Немецкий генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, возражая на убеждение Гитлера, что командование 4-й армией, в которую входила 8-я танковая дивизия, надо передать в другие руки, говорит о том, что причину следует искать не в плохом управлении армией, а в том, что превосходство противника и слабость наших потрепанных дивизий неизбежно должны были привести к потере позиций на Днепре. Манштейн тем самым намекает фюреру, что требуется подозвать резервы для сравнения боевой численности. Мы пытаемся использовать поисковый магнит. Не в его. Не в его прямых назначениях. То есть не кидать в реку, а чтобы профорсировать реку. Победа!
Так, ну погнали теперь пробовать как-то ее перейти по этому бревну. Короче, чтобы ты себе понимал, дерево пробито внизу, и оно даже до дна не достает. Оно скачается, понял? Блин. Ого! Ого! Вот это ты гонишь! Зато я на этой стороне, погнали. Давай. Наши попытки преодолеть реку Фосса и Небелица с большим трудом закончились тем, что мы вышли на советские позиции опорного пункта, где размещались 4 стрелковых полка и 1 артиллерийский дивизион 42-й гвардейской дивизии. Здесь на этих полях, ну, было минное поле. Камрад уже что-то копается там. И при детальном изучении местности мы обнаружили, что там ничего нет. Бидон с времен войны, осколочное попадание или пуля задела. О, у него даже ходит эта часть. Отлично. Смотри, птичку на бидоне. Да совковый же, кажись. То может на крышке было бы нарисовано. Вон вторая часть там в кустах. Бетоном залита. Кто знает, зачем заливали в бидон бетон. Какой-то посреди леса шайсы бункер. Там он вулы катос, мусор всякий. Остатки лопаты. МПЛ-ка? Нифига себе. В этих лесах вообще нет ничего, как ни странно. Подошли к рубежу, где были минные поля. Ничего. На самом рубеже нет никаких оборонительных окопов. Так ведь? Странно. Может быть, мы не там лазим, но я не знаю. Мы прошли реально большой участок, где по-любому мы должны были хотя бы наткнуться на какие-то позиции. Да, наткнулись мы на пару дзотов, хабар, кусочек осколка. Настолько здесь, получается, нечего делать, что я даже залез на дерево, начал ловить 3G сигнал с телефона. И мне пришло оповещение с ютуба. Привет как раз каналу Варкоп Киев. Камрад спросил, будет ли видос с рубежа мужества. Ну, как видите, весь видос. Сидим где-то в поле, где-то недалеко от села Рожев. Недалеко. Километра полтора отсюда. Ну, это относительно недалеко. Ну, по таким полям походи. Не, я тебя не про поля. Короче, хабара нет. Не поля. Сейчас, значит, особое внимание на то, что мы должны выйти на сам рубеж оборонительный. И ищем какой-нибудь окоп. Нет ни оборонительных траншей, никаких находок, ни следов боевых действий. Мы приходим к выводу, что земля здесь была настолько сильно запахана, чтобы скрыть от глаз прошлое. Либо здесь какая-то неувязка. Ну, я так понимаю, глухо, да? Елки выросли, оказывается, в этой яме. Но тут даже есть вход. Только вход... А, это не вход, это даже ячейка, наверное. Стреляли в ту сторону. Вот, пока нашли вот такую вот деталь. Или с зенитки, или еще что-то. Вот, значит, нашли... Значит, это пуля. С донным взрывателем идет, действует как снаряд, я думаю. Время обеда. Военный сухпай, как обычно. А что у тебя там? Консерви. Консерви м'ясо рослинні, каші з м'ясом. Каша пшенична з м'ясом яловичини. Это утром только увидел. Прошлись вдоль рубежа по минному полю. Кроме каких-то мелких находок, которые никому по сути не надо, здесь нет.
Отсюда уже 24 декабря 1943 года началась Житомирско-Бердычевская наступательная операция, в результате которой были разгромлены противостоящие силы 4-й и 1-й танковой армии Вермахт. Тяжелые бои, которые стоили советским войскам больших потерь, продолжались около 40 дней. 31 декабря 1943 года Житомир был окончательно освобожден.